Мать навещает свою дочь в морге, чтобы попрощаться, и делает самое невероятное открытие. То, что она обнаружила, потрясло весь мир. Сандра из Аргентины уже родила 4 детей, когда забеременела 5-м. Это должна была быть девочка, и Сандра и ее партнер Мартин надеялись, что эта беременность пройдет хорошо. Но, к сожалению, на 26-й неделе беременности у нее начались схватки. Поэтому она срочно обратилась в больницу на северо-востоке Аргентины. Было слишком рано для рождения малышки, но это происходило. Маленькая Эмилия родилась 8 апреля 2017 года, почти за 3 месяца до назначенного срока. Она была крошечной, весила всего 1,5 килограмма, и хуже всего было то, что она, казалось, не дышала и не подавала признаков жизни. Врачи попытались реанимировать ее и вызвали врача-неонатолога, но тот также не смог обнаружить у малышки никаких признаков жизни. Эмилия родилась мертвой, и они официально об этом объявили и выдали свидетельство о смерти. Ее хрупкое маленькое тельце было завернуто в ткань и помещено в небольшой деревянный гроб. Сандра находилась под наркозом во время родов, и ей пришлось рассказать о том, что произошло, когда она проснулась. Женщина была полностью разбита горем и не могла поверить, что потеряла дочь. Все произошло очень быстро. Она почувствовала сильное желание увидеть свою маленькую дочь, убедиться, что ее действительно нет в живых, и сфотографировать ее для отпевания. Она сказала своему мужу, чего хочет, и убедила его и брата отвезти ее в больничный морг. Вместе они получили разрешение врачей на это. С момента рождения Эмили прошло уже более 12 часов. Пока они спускались в морг, Сандра мысленно готовилась к этому моменту. Она все еще была слаба после родов. Вы можете себе представить, что она чувствовала? Ни один родитель не должен переживать эмоции потери ребенка. В морге Сандра и ее партнер Мартин обнаружили маленький гроб Эмили. Когда Сандра наклонилась над коробкой, она посмотрела на крошечное тело своей малышки и коснулась ее руки. Затем Сандра немного отодвинула ткань от лица Эмили. И тогда произошло немыслимое. Женщина внезапно услышала тихий плач и увидела большие блестящие глаза своей дочери, смотрящие на нее. Потрясенная, она отпрыгнула назад и сказала себе: «Это мое воображение». Эмилия проснулась на их глазах, словно говоря: «Мама, я знала, что ты придешь за мной». Все были ошеломлены. Как это могло быть возможным? В то время как Сандра и ее муж были парализованы от увиденного, брат Сандры немедленно отреагировал. Он схватил девочку и бегом понес ее в палату новорожденных. После того, как изумленные врачи подтвердили, что ребенок жив, Эмилию поместили в отделение интенсивной терапии. Нужно было согреть ее маленькое тело, снабдить кислородом и питанием, а также провести анализы, чтобы выяснить, не повредило ли ее пребывание в холодильнике морга. И наряду со всем этим нужно было ответить на главный вопрос, а именно, как это могло произойти. Пока Эмилия проходила курс лечения, ее родители пытались смириться с этим эмоциональным событием. Они думали, что потеряли свою дочь, но постепенно начали понимать, что она жива. «Я не могу объяснить, что произошло», — сказал ее отец Мартин. «Просто Бог сотворил чудо». Врачи также не смогли объяснить, что произошло. В больнице было начато расследование, чтобы выяснить, можно ли кого-то обвинить в этой ужасной ошибке. Вовлеченный персонал несет ответственности, следовательно, должен быть привлечен к ответственности, заявил Хуан Родригес, заместитель министра здравоохранения региона Чако. Тем временем состояние Эмили стабилизировалось в отделении интенсивной терапии, и вскоре было решено, что ее доставят в больницу в Буэнос-Айресе, где есть специальное неонатологическое отделение с самым современным оборудованием. Через пару дней всех охватил новый испуг, когда Эмилия перестала дышать. Ее сердце остановилось из-за кровоизлияния в легкие, и требовалась комплексная сердечно-легочная реанимация. Этот эпизод нанес непоправимый ущерб способности мозга девочки, и ее родителям сказали, что только 10% ее мозга все еще функционирует. Следующие 8 недель Эмилия провела в больнице Буэнос-Айреса. С каждым днем она становилась все сильнее и постепенно набирала вес. Вскоре она смогла пить грудное молоко у своей матери, что всегда является хорошим знаком. К сожалению, ее отец, Мартин, не смог выдержать всего этого давления и оставил Сандру и ее детей одних. Теперь Сандра должна была все делать сама. Наконец, после стольких месяцев страха и волнений с момента ее бурного рождения, Эмилия была достаточно сильна, чтобы вернуться домой к своей матери. Сандра все время была со своей дочерью и чувствовала, что у нее на руках настоящее чудо, когда забирала дочь домой.
Однако она все еще была в опасности, и в течение следующих 15 месяцев у нее разовьется несколько осложнений со здоровьем. У нее также были проблемы с развитием, и было ясно, что тот факт, что она родилась на 3 месяца раньше срока, провела 12 долгих часов на морозе и перенесла остановку сердца, не оставил ее маленькое тело невредимым. Сандра окружила свою маленькую девочку всеми возможными заботами и любовью, хотя ей было тяжело, и она была далеко не богатой женщиной. После нескольких последующих анализов оказалось, что Эмилия страдает микроцефалией, при которой ее голова, а также мозг не развиваются должным образом, что можно вылечить только с помощью трансплантации стволовых клеток. Очень сложное и к тому же очень дорогое лечение. У Сандры не было на это денег, но она подумала, что, возможно, она сможет доставить ребенка в Китай, чтобы там пройти курс лечения. Она начала кампанию по сбору средств, несмотря на то, что врачи сказали ей, что Эмилия не будет достаточно сильной для поездки. А в конце июня у нее снова случилась остановка сердца, и Сандра снова отвезла ее в больницу. Девочка была подключена к аппарату искусственного дыхания, но оставалась в критическом состоянии в течение нескольких часов, и сердечно-легочная реанимация больше не помогла. Ее маленькое сердечко сдалось, и девочка скончалась. Это было душераздирающе. Я не могу представить, что Сандра почувствовала, потеряв дочь во второй раз, и на этот раз навсегда. Делясь своей потерей со всем миром, Сандра написала невероятно трогательное публичное прощальное письмо. Она написала: «Сегодня, моя любовь, мы не прощаемся, потому что однажды увидимся снова». Она написала, что чувствует благодарность за каждую минуту, которую они провели вместе. Бог дал мне рождение на это время, и я могу заверить, что прошедший год, 3 месяца и 15 дней рядом с ней сделали меня самой счастливой женщиной на этой планете. Она сказала всем, что уверена, что у Эмили была миссия на этой земле. Однажды к ней подошел парень и сказал, что он хотел покончить с собой, но как только он увидел, как Эмилия борется, он подумал, почему он тоже не может этого сделать. У меня мурашки по коже, и я желаю Сандре и ее семье много сил в эти очень трудные времена. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.